Добро пожаловать в уютное видео о рождественской Варшаве. Сейчас мы окунемся с вами в предновогоднюю атмосферу столицы Польши, узнаем, как поляки празднуют Рождество и что можно поделать в это особенное время. Приятного просмотра! Начнем нашу прогулку с самого сердца Варшавы, а точнее Золотых террас, которые в этом году украшены красивыми декорациями. Да, тематика этого года 50-е, 60-е года с отсылкой к временам Польской Народной Республики. Так что люди, заставшие этот период, могут особенно поностальгировать. Гуляя по улице Швентакшистской, тоже можно увидеть несколько декораций. Например, вот эти весы, старый дисковой телефон, Святого Николая на мотоцикле с почтовым ящиком для писем и огромное радио. Вообще, эти же инсталляции ставили в прошлом году и, вероятно, еще поставят в следующем. Поляки очень любят Рождество и чтят рождественские традиции, и, по сути, празднование длится 3 дня. 24 декабря отмечают сочельник, большинство заведений закрываются рано, так как в этот вечер нужно быть дома с семьей. Все ждут появления первой звезды и только тогда садятся за стол. Но не чтобы сразу есть, а сначала обменяться оплатками, тонкой пресной вафлей с религиозным изображением. И не совсем обменяться, а дать по кусочку всем присутствующим, получая по кусочку взамен. И после всех теплых слов и пожеланий можно наконец-то поесть. По традиции на польском рождественском столе должно быть 12 блюд, что символизирует 12 месяцев в году. Это может быть борщ с ушками или грибной суп, селедка в сметане или карп, пироги, бигос, голубцы, кутья, маковец и имбирный пряник. Традиционно алкоголь не ставится. После ужина приходит Святой Николай с подарками. К слову, в разных регионах Польши его называют по-разному. Ангелочек, звездочка, младенец Иисус. По легенде, в этот день животные получают дар речи, поэтому дети пытаются добиться от них хотя бы слова. Также под скатертью можно найти сено, что символизирует ясли, в которых отдыхал младенец Иисус. И еще из традиции поляки до сих пор могут ставить на стол один лишний прибор для нежданного гостя. К слову о подарках. Если вы еще не подготовили подарки, настольные игры – универсальная идея для всех. Любимого человека, детей, друзей и коллег. Я уже пыталась найти настолки в Польше на украинском офлайн, но удалось найти от силы одну игру. И какой же был мой восторг, когда я открыла для себя World of Games – онлайн-магазин с самыми разными играми, от легких и веселых до романтичных и требующих нормально так напрячь голову. Кстати, именно эту игру я и заказала на подарок Андрею, и да, запретила смотреть ему эту часть видео. А еще арендовала ретро-монополию и психологическую игру для пары, чтобы лучше узнать друг друга. Аренда у них стоит около 10 злотых в день, что удобно для теста или вечера с друзьями. Проект World of Games основала Алина, которой однажды надоело ездить за настолками в Украину. И это тот человек, который поможет вам выбрать ту самую идеальную игру от украинского производителя. Так что переходите на их сайт или инстаграм-аккаунт, выбирайте игры и при заказе введите мой промокод Троценко, чтобы получить 15% скидку. Промокод будет действовать ровно 3 месяца с выхода этого видео. Тем временем мы прошли на знаменитую ярмарку возле Барбакана, и тут особенно много людей, но мы постараемся снять для вас атмосферные кадры. Да, как можно понять по количеству людей и моему выражению лица, пройти по ярмарке, очень сложно. Собственно, прочитайте по губам сами. Так что мы решили схитрить.
поднялись на стену Барбакана и прошлись по ней до выхода. Но повторять не рекомендую, все-таки поручней нет, а высота нормальная. На второй день празднования, 25 декабря, семейные застолья продолжаются, но уже с местными блюдами, а не только постными, как 24-го. Рождество в Польше без колядок, как говорится, не Рождество. Их поют как в сочельник, так и в Рождество, и в целом вплоть до 2 февраля, или хоть круглый год. А в сумме написано больше 1500 колядок. Их даже Шопен использовал в своем творчестве. Не можем вам, конечно, не показать 27-метровую мультимедийную елку на Замковой площади, которая, между прочим, состоит из энергосберегающих материалов. Экологический подход одобряю. На Рыночной площади можно, как обычно, покататься на коньках. Нужно лишь заплатить за их аренду. Катков по всей Варшаве раскидано очень много, как крытых, так и открытых. Есть даже полностью бесплатные. Из открытых есть каток возле Дворца науки и культуры, в Прудновском парке, в Белоленке и не только. Ссылку со всеми адресами оставлю внизу под видео. Единственный снег в Варшаве, который будет в этом году. Если честно, я вам немного завидую, потому что вы там сидите в тепле, смотрите это видео, а мы тут гуляем. Людей здесь очень много. Я, честно говоря, не ожидала. После Вроцлава, после еще прошлых годов, почему-то в этот раз, мне кажется, людей особенно много в рождественское время, хотя это даже начало декабря. Ну, короче, здесь, конечно, атмосферно, пахнет очень приятно, вкусно, если ходить. И в целом красивые инсталляции, все отлично. Но люди — это большой минус. И, конечно, немного или даже для кого-то много, но портит настроение. Вообще, Рождество можно встретить в любом городе Польши, и в каждом будут свои особенности и отличия. Например, первое Рождество в Польше мы отмечали в Гданьске. Здесь, кроме большой ярмарки, устраивают парад ангелов, и работает почта к Святому Николаю, который лично принимает детей и исполняет их желания. Второе Рождество мы провели во Вроцлаве, что было лучшим решением. Тут царит особая атмосфера благодаря уникальным анимационным инсталляциям, домикам, аттракционам и сказочным гномам. В обзоре Вроцлава я показывала в деталях, как выглядел старый город в рождественский период. В этом году будем снова в Варшаве и проведем праздники дома. Обязательно поделюсь нашей атмосферой в сторис Instagram, так что подписывайтесь на меня там, если еще этого не сделали. Ну что, пишите, как вам атмосфера в Варшаве в это время, а я поздравляю вас с наступающим Рождеством и Новым годом. Желаю вам теплого времени со своими близкими людьми, питомцами или наедине с собой, чтобы следующий год вы провели так, как искренне хотите, реализуя свои цели, намерения и заветные желания. И самое главное, создавая мир в своей душе в первую очередь. А мы увидимся с вами совсем скоро, в следующем году. Пока!